Истории инки из Лапландии. Шаманка Инка и последний рев Мохты. Часть 4. Они вошли в пещеру. В воздухе пахло сыростью, пеплом и чем-то древним, тлеющим на самой грани забвения. Стены, переплетенные мощными корнями черного дерева, казались живыми. Из глубины доносился едва слышный шепот, будто сама земля дышала воспоминаниями. Сердце родителей сжалось не от страха, а от тяжести древней скорби, вплетенной в эти корни. Казалось, каждая душа, переступавшая порог этой пещеры, оставляла здесь частицу своего горя. Мать Нилоса подняла колокольчик. Дзинь! Прозвенел он чисто и звонко, словно луч света пронзил вечную ночь. Звук покатился по стенам, отражаясь эхом, как зов света в бездну, пробуждая то, что спало веками. Тьма дрогнула. Где-то в глубине раздался тихий отклик. Не рычание, не голос, а тяжелое движение, будто сам древний мир сделал вдох. Казалось, чей-то взор, забытый временем, медленно обратился к ним. И вдруг в пелене мрака вспыхнули золотистые огоньки. Они закружились в воздухе медленно и плавно, словно всплывали из самой земли. Это были духи, древние хранители леса, призванные звоном колокольчика. Узнав в нем голос инки, они пришли, обвили родителей мягким сиянием, образовав вокруг них кольцо защиты. Посреди пещеры стояло сухое дерево, скрюченное, будто страдало от собственной древности. В самом его верху мерцал тусклый свет, глухие удары, похожие на биение сердца. Это и было сердце Мохты. То самое, что он вырвал 300 лет назад у ребенка. «Это оно! Сердце!» — прошептал отец. Но стоило им сделать шаг, как пещера содрогнулась. Из стен посыпалась пыль, корни застонали, будто от боли, и раздался низкий протяжный рев. Из глубины поднялся туман, густой, холодный, словно дыхание древнего зверя. И из него медленно вышел Мохта. Медведь-оборотень был огромен. Из его пасти клубился пар, а в глазах горели 2 уголька. В них отражались вечность и безумие. Он не шел, он всплывал из темноты, как проклятие. «Вы опоздали! Время этого сердца истекает, и я готов забрать новое, как делал это веками!» Он указал лапой на мерцающее сердце на дереве. Мохта шагнул ближе, камни под его тяжестью жалобно затрещали. «Сердце вашего сына станет моим, а вы никогда не покинете эту пещеру!» Он усмехнулся страшно и по-звериному. В тот же миг корни древнего дерева зашевелились. Они извивались, как змеи, готовясь сжать, затащить родителей в землю. Из глубины донесся стон, едва уловимый, как дыхание мальчика в забытье. «Нет!» — вскрикнула мать.
Она встряхнула колокольчик с такой силой, будто хотела разбудить саму тьму. «Дзынь! Дзынь! Дзынь! Он не твой! Он не твой! Он не твой!» — крикнула она. Ее голос, наполненный яростью и любовью, отозвался эхом, как материнский зов, пробивающийся сквозь века. Звук прорезал пещеру, как клинок света. Мохта взвыл, зажал уши лапами, мотнул головой, как раненый зверь. Вокруг него вихрем закружились духи, те самые огоньки, что охраняли родителей. Их свет усилился, и они сомкнулись вокруг медведя-оборотня в сияющий круг. Заклятие, сотканное из света и древних песен, начало сплетаться над Мохтой. Он захрипел, осел на лапы, и вдруг все стихло. Зверь обмяк, его дыхание стало хриплым, редким. Он уснул, скованный чарами. Тишина легла на пещеру, как мягкий снег. Родители бросились вперед искать своего сына. Колокольчик вырвался из рук матери и зазвенел сам, звонко, решительно показывая путь. И вот они увидели своего сына. Нилос лежал бледный, как снег. Глаза закрыты, дыхание едва уловимое. Он казался не живым и не мертвым, а застывшим между мирами. «Сынок, мой любимый Нилос!» — прошептала мать, опускаясь на колени. Она обхватила его ладони, холодные как камень, и прижала к своей груди. «Проснись, прошу тебя!» «Услышь нас! Ты не один!» — добавил отец, сжав плечи сына. Родители начали вспоминать добрые, смешные истории из его детства, как он впервые рассмеялся, как боялся ежика, как обнимал их во сне. Слова дрожали, как слезы. Они помнили предостережение шаманки Инки. Если им не удастся пробудить сына, его сердце останется у Мохты навсегда. Они спешили, говорили, вспоминали, смеялись сквозь слезы, словно верили, что голос, любовь и память способны вернуть его. Позади рык, глухой, грозный. Мохта шевельнулся, лапа дернулась. Он еще не очнулся, но тьма уже приближалась. «Еще немного! Дыши, пожалуйста!» — прошептал отец. Мальчик слабо вдохнул, потом глубже, его грудь медленно поднялась. Он застонал, губы дрогнули, и вдруг глаза открылись. Темные, испуганные, как ночь перед бурей, но живые. «Папа! Мама!» — прошептал он. «Где я?» Они одновременно обняли его, дрожа от облегчения. «С тобой все хорошо, мы рядом, мы любим тебя». Но в этот миг Мохта зарычал, громко, низко, так, что дрогнули стены. Он приподнялся тяжело, с хрипом. В его глазах вновь вспыхнула ярость. Заклятие ослабло, он пробуждался. «Нам нужно уходить сейчас!» — сказал отец, подхватывая сына на руки. Колокольчик звенел отчаянно, как крик светом надвигающуюся тьму. Тени сгущались, пещера темнела, но другого выхода не было. Мохта зашевелился. Сначала едва заметно, судорожный вдох, дрожь в плечах, дергающаяся лапа. А затем резко он рванулся, и земля под ним треснула.
Камень рассыпался в пыль, корни дерева забились, как живые жилы. Шкура зверя потемнела, переливаясь дымом. Из пасти хлынул горячий пар. Глаза вспыхнули, алые, бешеные, звериные. Гры! Вырвалось из его глотки. Он поднялся, огромный, черный, как сама ночь. Его дыхание вырывалось клубами пара. Каждый шаг отдавался гулом, как удары судьбы. Вы не заберете его! И ринулся вперед. Они бросились прочь. Отец нес мальчика на руках. Мать бежала впереди, а колокольчик разгонял мрак дрожащим звоном. Его перезвон уже не был чист, будто он устал, будто сам чувствовал приближение зверя. Мохта взревел. Его голос разнесся по пещере, как удар волны. Стены дрогнули, с потолка посыпались пыль и каменная крошка. Где-то в глубине что-то рухнуло. Быстрее! — крикнул отец, едва увернувшись от падающего обломка. Корни, что прежде спали, теперь ожили. Они тянули, шипели, скручивались под ногами. Они старались схватить, опутать, удержать. Колокольчик звенел из последних сил, и на миг один из корней отпрянул. Они перепрыгнули трещину в полу и побежали по узкому уступу, едва удерживаясь на ногах. Позади раздался топот, гулкий, тяжелый, словно сама гора двинулась за ними. Мохта гнался. Он догоняет! Выдохнул отец. Впереди завал, камни, щепки, корни. Пройти невозможно. «Сюда!» Мать свернула в боковой проход. Они втиснулись внутрь, и колокольчик слабо звякнул о стену. Позади раздался грохот. Мохта врезался в завал, сметая все на своем пути. Нилос застонал. Его в глаза вновь открылись, теперь ясные, горячие. Он обхватил отца за шею. Я помню! Я помню дом!» «Помни, дорогой сынок, помни нас, помни наш дом!» Мохта стоял прямо перед ними, готовый напасть. Но в этот миг из мрака появилась Инка. «Твое время истекло», — произнесла она. Ее голос прозвучал, как приговор, пришедший сквозь столетия. «Больше ты, Мохта, не похитишь ни одного детского сердца.